Всем привет! У меня уже много накопилось материала о взаимодействии CBSD с GLAMI и Beehive гипервизором, но отсутствует материал по взаимодействию с гипервизором Zen. Zen — это гипервизор первого типа, который тоже доступен на FreeBSD, и о нем сейчас будет речь. Продемонстрирую, как работает живая миграция через CBSD. Все команды для Zen у нас начинаются с префикса X, то есть если для GLOF команды JStart, JStop, JLS, для Beehive BLS, BStop, BStart, то для Zen все начинается с X. Здесь у меня есть два хоста, которые добавлены друг на друга. То есть хост 1, хост 2. На второй машине ничего нету. На первом сервере у меня созданы 3 виртуальные машины. Какую-нибудь из них запустим. Давайте, это будет FreeBSD 1. Zen, он более эффикасный, чем Beehive. Мы можем соединяться по Spice протоколу. Давайте запустим, чтобы запустить какой-нибудь процесс. Так, виртуальная машина загружается. Spice, он намного более эффективный по сравнению с VNC. VNC — это просто битмап. В Spice же мы можем использовать драйвер QXL, который будет заниматься акселерированием. Также нет проблем с клипбордом, с shared каталогами и со звуком. То есть мы можем устраивать некий VDI из Zen-based виртуальных машин. Так, виртуальная машина загружена. Давайте запустим какой-нибудь процесс, например, IOStat. И пускай у нас выполняется. Так. Для миграции у нас служит команда xmigrate. Это такая же команда, как для Beehive. Для Beehive bmigrate. У нас xmigrate сейчас будет работать. Запускаем миграцию виртуальной машины FreeBSD 1 на ноду Hoster 2. Так, идет валидация, что хост может принять виртуальную машину. И запускаем миграцию. То есть у нас здесь запущена сессия от рута. И теоретически мы должны попасть в то же самое положение без перезагрузки. Так, сессия пропала. Здесь она разрегистрировалась. На второй машине зарегистрировалась. Давайте проверим. FreeBSD 1 уехала с первой машины. На второй доступно. Пробуем соединиться на IP хоста тем же Spice протоколом. И да, мы видим оставленную нами картину. Давайте попробуем мигрировать ее обратно. Great. Нода первая. Здесь у меня между серверами
настроен NFS, который является Shared Storage. Но, по всей видимости, нет никакой проблемы сделать это через реплику ZFS, что надо будет обязательно попробовать. Так. Виртуальная машина уехала. Смотрим. Ничего не осталось. На первой. На опять доступно. И проверяем на 40-ю машину. Да, все здесь. Машина живая и отзывается. Все, на этом я заканчиваю демонстрацию. Всем спасибо.